Вы видели, что творят эти животные? Я покажу вам самые нереальные кадры, которые удалось запечатлеть совершенно случайно. От акулы, которой предложили пивка, до настоящей животной полиции на дорогах общего пользования. Безумные и одновременно милые ситуации, но самое интересное будет ждать вас в конце. На одном из пляжей смелая чайка решилась на необычное приключение. Увидев на песке камеру, она подлетела, схватила ее в клюв и взмыла в небо. Этот пернатый режиссер снял захватывающие кадры с высоты, показывая пляж с нового ракурса, а также немного селфи. Чайка пролетела вдоль побережья, оставляя на камере уникальные кадры, и, будто довольная результатом, вернулась к месту старта, где ее ждала ошарашенная публика. История, как турист смог вернуть свою камеру, остается загадкой, но, несомненно, видео стало настоящей жемчужиной его отпуска. Подобные курьезные случаи с воровством камеры также встречались с другими животными, от обезьян до лис. Эта история лишь подтверждает: никогда не знаешь, что может случиться, когда оставляешь гаджет без присмотра на природе. Сколько лошадиных сил в корове? Оказывается, она действительно может похвастаться определенной мощностью. Исследования показывают, что средняя корова выдает максимум около 1 лошадиной силы, но при пиковой нагрузке ее мощность может достигать примерно 7 лошадиных сил. Конечно, это зависит от таких факторов, как здоровье животного, его размер и усилия, которые оно способно приложить. Однако большинство фермеров замечают, что, несмотря на свою силу, коровы не особо любят бежать на перегрузках, в отличие от лошадей, которые, к примеру, способны развивать до 15 лошадиных сил в коротких рывках. Для фермеров это может означать, что корова вполне способна подталкивать легкий погрузчик, как в этом видео. Почему не помочь своему хозяину, если любит и кормит? Посмотрите на этого гиганта. Один взгляд, и туристы в джипе понимают, что с этим слоном лучше не шутить. Эти животные иногда устраивают такие погони за людьми, чтобы просто показать, кто здесь главный. Особенно это опасно, если слон находится в состоянии, называемом муст, период, когда уровень тестостерона повышается в несколько десятков раз, и животное становится крайне агрессивным. В одном таком случае водитель в парке Велге-Вонден, Южная Африка, с трудом спас своих пассажиров, отступая задним ходом, пока слон не раздавил дерево, преследуя их на дороге. Повезло, что все закончилось без пострадавших, ведь слон массой более 5 тонн вряд ли остановился бы только на джипе. На таких сафари адреналин зашкаливает. Встреча с разъяренным слоном может превратиться в настоящую гонку на выживание. Мне бы точно пришлось штаны стирать. Посмотрите, их тут тысячи тысяч. Ежегодная миграция крабов на Кубе превращается в настоящее сражение между животными и автомобилями. С началом весенних дождей миллионы красных, черных и желтых крабов отправляются к заливу Свиней, чтобы отложить икру. Дороги буквально покрываются крабами, и водителям приходится проявлять максимум терпения и ловкости, чтобы объехать их. Но даже осторожность не всегда спасает. Острые панцири крабов легко прокалывают шины, превращая их в неожиданный источник дохода для местных мастерских по ремонту. Хотя ежегодно на дорогах гибнет до 3,5 миллионов крабов, природоохранные организации просят власти временно перекрывать дороги, чтобы дать возможность крабам безопасно добраться до побережья. Особенно напряженными становятся утренние и вечерние часы, когда движение крабов достигает пика. Куба – не единственное место с подобным явлением. Похожие миграции проходят на острове Рождества в Австралии и других тропических регионах, но на Кубе это зрелище особенно впечатляет. А что скажете про такой аттракцион? Во время одного из полетов на автожире в Австралии группа людей решила полетать рядом с косяком перелетных уток. На фоне мягко жужжащих лопастей открытого неба косяк птиц предстал в совершенно новом ракурсе, позволяя пассажирам буквально парить среди уток. Оказалось, что утки вовсе не чувствуют угрозы, когда рядом появляется человек на автожире, и спокойно продолжают свой путь. Некоторым пассажирам даже удалось слегка коснуться уток в полете. Такое доверие от дикой природы редко выпадает. Простота в управлении
разрешении и относительно низкие эксплуатационные расходы делают автожиры все более популярными среди энтузиастов дикой природы и фотографов, ведь они могут оставаться в воздухе на минимальных скоростях и безопасно лететь рядом с животными. Подобные полеты не только дарят уникальный опыт наблюдения за миграцией, но и раскрывают природные повадки птиц с новой стороны. А вы бы прокатились на такой штуке рядом с птицами? Фотограф в Ботсване столкнулся с весьма необычным случаем. Снимая львицу с детенышами, он случайно уронил камеру и тут же услышал угрожающее рычание. Львица не упустила шанс изучить новый трофей и подошла поближе, чтобы взять камеру с собой. Не теряя времени, она подняла устройство и аккуратно отнесла его к своим львятам. Маленькие львы, словно дети, сразу же начали играть с камерой, гоняли ее по земле, пробовали на вкус и даже оставили следы зубов на линзе. К счастью, у фотографа был запасной фотоаппарат, и он смог запечатлеть этот забавный момент. Хотя после такой игры камере потребовалась небольшая починка, фотограф оставил ее как уникальный сувенир. Теперь на его объективе красуются следы от зубов львенка, что сделало ее настоящей реликвией для коллекции фотографа. А теперь посмотрите на эту милоту. Случай с детенышем слона, который помог маленькой девочке, звучит как сцена из доброй сказки. Слоненок, увидев, что малышка уронила шляпку, не остался равнодушным. Он нежно подобрал ее хоботом и, осторожно подойдя, вернул на голову девочки. Такой жест, помимо невероятной умилительности, показывает, насколько высок у слонов уровень эмпатии и социального взаимодействия. Этот случай добавляет еще один пункт в список удивительных и трогательных поступков, которые делают слоны в общении с людьми. Два яка, которые выскочили на дорогу, это уже не редкость для туристов в горных районах. Эти мохнатые гиганты могут спокойно остановить движение, подойти поближе и разглядеть машины, словно настоящие дорожные инспекторы. Водители зачастую не знают, чего ждать. Яки не нападают, но их внезапное появление вызывает легкую панику. Взрослый як весит до тонны, и уступать дорогу ему – это не вопрос вежливости, а скорее безопасности. Для яков же это просто очередной повод проверить, что новенького в мире машин и людей, и отправиться дальше по своим делам. Говорят, что китайские тачки они обходят стороной. На одном из пляжей зашел довольно необычный случай, когда люди решили помочь выбросившейся на берег акуле-молоту. Вместо того, чтобы испугаться, отдыхающие проявили добродушие и даже немного юмора. Один из присутствующих подошел к акуле с предложением освежиться пивом. В итоге люди помогли животному вернуться в воду, избежав опасности для всех участников. Подобные случаи показывают, что в экстремальных ситуациях люди часто проявляют неожиданное участие, даже когда имеют дело с крупными морскими хищниками. Акулы-молоты, хотя и выглядят устрашающе, обычно не представляют угрозы людям, если не провоцировать их. А теперь представьте, что вы ныряете в океан, наслаждаясь тишиной подводного мира, и тут, прямо за вами, как из фильма, выпрыгивает гигантский кит, вздымая воду на десятки метров вокруг. Такое зрелище действительно захватывает дух, и некоторые дайверы называют его одним из самых волнующих моментов в жизни. Киты, особенно горбатые, могут вылетать из воды на огромной скорости. Исследователи предполагают, что такое поведение помогает китам общаться и, возможно, даже избавляться от паразитов. При этом масштабы животного на фоне небольшой лодки или даже человека всегда впечатляют. Кит, пролетая над водой, создает целую водяную гору, которая остается на месте после его исчезновения под волнами. Такое зрелище настолько редкое и внезапное, что фотографы называют его настоящей удачей для кадра, а тем более для видео. Фотографы, работающие с белыми медведями, нередко используют специальные клетки, чтобы наблюдать за этими хищниками поближе и в полной безопасности. В одном таком случае, находясь в прозрачной защитной капсуле, фотограф пытался поймать в кадр медведя издалека, но внезапно оказался лицом к лицу с неожиданным гостем. Медведь подошел поближе, заинтересовавшись необычной конструкцией, и даже попытался пожать руку фотографу через стенку капсулы. Несмотря на легкую тревогу, близость такого могущественного животного оставила неизгладимое впечатление. Эти встречи не всегда заканчиваются хорошо. Белые медведи, как правило, исследуют объекты вокруг и могут попытаться пробиться к интересной находке, особенно если считают ее потенциальной добычей. Благо, что этому мохнатому понравились кадры, и он спокойно ушел.
Уходя на рыбалку, помни, что сам можешь оказаться добычей. Один из таких курьезов произошел, когда акула атаковала каноэ рыбаков, решивших порыбачить, вероятно, привлекая внимание хищника мелкой рыбой поблизости. Акулы, особенно белые и тигровые, иногда заинтересовываются небольшими лодками, принимая их за добычу или просто исследуя. Чаще всего такие встречи заканчиваются лишь повреждениями у судна, и никто не получает серьезных травм, как и в данном случае. Рыбаки смотали удочки и убрались домой. Плохой клев. И еще минутка умиления. Мужчина пытался сфотографировать выбежавшего на дорогу оленя, но тот проявил дружелюбный интерес и подошел поближе. Казалось, что олень был настроен познакомиться. Вместо того, чтобы убежать, он решил потереться рогами о мужчину, как если бы перед ним стоял другой олень. Такие проявления неагрессивного любопытства, особенно со стороны самцов в период брачного сезона, не редкость. В это время они склонны тереться рогами о деревья или другие объекты, чтобы снять старую бархатную оболочку с рогов или оставить запаховые метки, утверждая свою территорию и привлекая самок. Хотя ситуация может выглядеть мило и даже дружелюбно, такие моменты остаются опасными. Мощные рога могут травмировать, а неожиданная агрессия всегда возможна, ведь это животное, важно держаться на безопасной дистанции и не провоцировать животных. Белка, решившая поплавать по озеру, выглядит как настоящая лесная сумасшедшая. И сразу видно, что для нее вода не родная стихия. В один момент она, видимо, осознала, что ее навыки плавания оставляют желать лучшего, и с энтузиазмом направилась к проходящей лодке. Как только заметила весло, белка стала настойчиво цепляться за него, отчаянно пытаясь выбраться из воды. На самом деле белки хоть и умеют плавать, но делают это редко и вынужденно. В воде они пользуются техникой собачьего гребка, используя лапы и хвост для управления, но довольно быстро устают и пытаются выбраться на твердую поверхность. Обычно белки плывут только в случае крайней необходимости – пересечь озеро или спастись от хищника. Считается, что они могут держаться на плаву несколько минут, но затем устают и начинают паниковать. Если вокруг нет подходящих для спасения объектов, таких как ветка, плавучий мусор или лодка, белка может испытывать серьезные трудности, что делает ее встречу с веслом настоящим спасением. Не пугайтесь, все целы. Это одна из самых бережных и гуманных методик выпуска утят, которая предполагает аккуратное опрокидывание ящиков с ними прямо в воду. Так молодые птицы, которые от природы умеют плавать, безопасно оказываются в привычной для них среде, не рискуя травмироваться о землю. Это особенно важно для утят, у которых еще нет полного набора защитных первых масел. Они могут быстро замерзнуть, если останутся слишком долго на суше, или повредиться, пытаясь выбраться без поддержки воды. Погружение в воду позволяет им спокойно освоиться и без лишнего стресса продолжить свой путь, хоть и выглядит это довольно странно. Парашютист Джонатан Бишоп, благополучно приземлившись на специально оборудованной площадке в долине Орорал, Австралия, столкнулся с неожиданной группой приветствия. Два кенгуру, которые мирно находились поблизости, видимо, решили, что пришел нежелательный гость, и атаковали парня. Вначале Бишоп пытался дружелюбно наладить контакт, в шутку поприветствовав их словом «Привет, Скип». Но кенгуру, очевидно, были не в настроении для общения. Один из них смело ринулся в атаку и дважды ударил парашютиста, который еще даже не успел распаковать парашют. Ситуация, хоть и выглядит комично, напоминает, что кенгуру – сильные животные, которые могут проявлять агрессию, особенно если посчитают, что их пространство нарушено. Бишоп, однако, не пострадал, и кенгуру вскоре ретировались, когда он принял стойку боксера, что, вероятно, их и отпугнуло. Это действительно редчайший случай удачи. Мужчина, который пытался сфотографировать оленя во время фотоохота, стал свидетелем необычного зрелища. Олень, испугавшись человека, бросился на утек, но при этом сбросил оба своих рога с интервалом в считанные секунды. В итоге фотограф получил не только редкие кадры, но и целый комплект рогов. Обычно олени сбрасывают свои рога один за другим в конце зимы или начале весны, когда уровень тестостерона у них падает и рога ослабляются в местах крепления, становясь легкой добычей для естественного освобождения. Процесс может занять несколько дней, но когда рога готовы к сбросу, они могут упасть буквально в течение суток. Поскольку мужчина оказался в нужное время и в нужном месте, он получил редчайший трофей из двух рогов. Целый комплект, который в дикой природе найти крайне сложно. Хотели бы себе такой набор?
А вот еще один забавный случай, когда животные примеряют на себя роль людей. На парковке перед муниципалитетом олень, видимо решивший, что он местный инспектор, заметил неправильно припаркованный автомобиль и решил наказать нарушителя. Сначала он спокойно осмотрел машину, а затем приступил к воспитательной атаке, бодая ее рогами и заставляя владельца поспешно уехать. На вид ситуация могла бы показаться комичной, но для местных стало понятно. В дикой природе даже парковка у муниципалитета может стать территорией, которую нужно уважать, особенно если олени возьмут на себя роль судей порядка. Остальные люди смотрели на торжество закона, замерев от восторга. А на этом все. Пишите в комментариях, какой случай вам понравился больше всего, и подписывайтесь на канал. И да, если вы любите интересные истории, умеете писать сценарии или монтировать видео, обязательно переходите в мой телеграм-канал по ссылке в описании, я буду рад сотрудничать. И спасибо за просмотр, друзья!